друзья! Мы рассмотрим сегодня торговый план на следующий месяц, на сентябрь 2023 года. Попробуем что-то спрогнозировать и предположить, что у нас ожидает на рынке Форекс. Разберем сначала известные валютные популярные пары Гоблин USD, Гоблин CAD, Евро USD, затронем золото, Тесла, ну и там посмотрим по настроению, по накату, что-то еще может быть разберем, так как сентябрь это напряженный месяц. Попробуем рассмотреть все за и против тренда, создающегося, и примерные возможности резких разворотов и падения в сентябре. Начнем с евро. На евро у нас начался нисходящий тренд на D1, он уже пошел от этой отметки, и на H4 после пробития этого уровня 930, от которого мы пытались торговать вверх, тут он сломался. Вторая надежда у нас была на 830, и последняя надежда у нас на 1.0730. Мне кажется, уже не стоит располагать на линию тренда, хотя у нас все пробивается, все отметки, все у нас пробивается, к этому надо привыкнуть. Цена всегда не может идти в одну сторону. Здесь, вероятнее всего, мы сколько раз доходили до этой отметки, что на фунте, кто помнит мои обзоры полгода давности, год назад, я всегда говорю, что вот эта отметка у нас является по фунту, ну только разные цены, ключевой. Мы ее первый раз не могли побить, второй раз пробить не могли, третий раз чуть-чуть пробили и стали, потому что здесь стоит сильное сопротивление. Помните, я говорю, если мы здесь пробиваем и задерживаемся именно здесь, не так, как сейчас мы упали, то у нас пойдет сильный тренд вверх по фунту и по евро. Это у нас не случилось, отсюда мы ляпнулись, откуда уже надо было торговать вниз. Крупные игроки здесь 100% закупились, это видно по торгам, но есть вероятность разворота тренда по этим трем парам: евро, фунт, доллар и Гоблин канадец. Гоблин канадец у нас в более лучшем положении, сейчас мы это тоже рассмотрим. Давайте сначала евро. Евро, конечно же, нельзя исключать линию тренда, но я говорю, там линия тренда не работает. Все работает, ребят, просто зависит от рынка, от многих факторов. В нашем случае это новости. Элементарно может пойти цена, развернуться и обратно пойти вверх, так как мы видим даже по свечам. Посмотрите, какие свечи. Вот наша черная зона по евро, где я рекомендовал торговать, если не остановится. Вот она пробила чуть-чуть, да, буквально тут сколько там, 100 пунктов, и поперла вниз. Вот это закупка, крупные игроки закупились. Но видите, как цена тут борется, свечи, все вот такие свечи. Игроки покупают и сбрасываются. Видите, это МА идет, купили, сразу сброс. Сразу сброс. Это даже нам показывает еще один индикатор. ВСА, какие вот сбросы, вот тут. Все на нем тоже видно, ну в принципе по свечам видно. Тут новости у нас были, да, вот, ну игроки покупают, сбрасывают, боятся держать. Крупные игроки, понятно, отсюда держат, они ничего не боятся. Вот, так что мы элементарно, если мы пробиваем отметку 730, откуда я уже буду рассматривать длинные позиции. В нашем случае теперь вот эти отметки, которые в прошлых видео говорил, они уже нам служат как в другую сторону. Это как обычно во всем, в другую сторону, это уже как точки поддержки, сопротивления. У нас отсюда мы можем идти, цена откатывается и спокойно продавать вниз. Но последняя отметка у нас вот это 730, она цена уже начинает останавливаться вроде бы как бы на линии тренда. Но чтобы все это располагать, нам надо посмотреть новости. Выберите вот так и промониторьте, что у нас будет важного. Давайте смотрите сначала Америку. У нас будет решение ФРС по процентной ставке.
где все может произойти. Пресс-конференция, это 20 числа. Промониторьте, запишите и просто не работайте. Я всегда говорю, промониторьте, что происходит на вот таких выступлениях, и вы поймете, о чем я говорю, потому что так вы никогда не поймете. Это именно где сливаются депозиты и все остальное. Потеря части депозитов. И теперь также само выставьте евро и все это просмотрите, если вы работаете по этим парам. Если фунт, значит добавляете фунт. И важные новости, все это просматривайте. И уже делаете, ну, главный у нас показатель, это, конечно же, Америка. Еврозона это еврозона, а у нас Америка, откуда у нас все произойдет. Сейчас об этом мы все дальше поговорим, я вам приведу примеры. Но главное, вы знаете вот эти точки, где после них мы уже четко будем знать, последняя отметка, где мы уже не рассматриваем вверх. Хотя и сейчас уже вот после этих двух отметок начался у нас понижающий тренд на H4, на D1, в общем на всех таймфреймах по евро у нас уже идет понижающий тренд, начался. Если мы в этой части не закрепимся, потому что цена, как видите, борется все-таки, спрос есть, покупают. И из-за этого цена не ломится. Игроки боятся ломить вниз, сбрасываются. Все вот эта линия тренда, наши отметки, все может это сыграть и развернуться цена. Ее отловить навряд ли мы сможем, так как новости она пойдет, скорее всего, что с минутного таймфрейма, вот так вот резко она раз и уйдет. Скорее всего, вот так и будет. Так что не старайтесь сильно ловить, чтобы не потерять депозит или часть средств, а просто следите, отслеживайте и мотайте на ус. Всегда рассчитывайте на убытки. А может цена вот так вот скаканет, как были в прошлые разы, допустим, вот сюда вверх, а потом резко вот так вот камнем вниз. Мы не знаем. Рисковать на новостях не стоит. Это показало нам в пятницу, да, новости вот по евро. Вот такой сразу скачок вверх и сразу вниз. По джупикам наоборот. То же самое. Поход резкий вниз и поход сразу вверх. Так что тут риски не нужны. Далее, фунт-доллар. У нас по D1 нисходящий тренд. По H4 у нас начнется нисходящий тренд только после пробития этих уровней. Смотрите, прошлое видео я давал эти уровни. Ну и соответственно закрепление цены. Если здесь фунт закрепится, то мы повалимся хорошо. Но в любом случае можно пробовать от скользящей средней торговать до этих уровней. После этих уровней у нас начнется и на H4 тренд, который он куда пойдет, мы не знаем, я же опять говорю новости. Не совмещайте фунт с евро, этого не стоит, уже показал, они могут в разные стороны идти, так как фунт может еще раз подняться сюда, а потом только пойти вверх. В общем, в любом случае осторожно, так как будет ралли. Я же говорю, в сентябре всегда ралли происходит. Быстрая вот такая резкая торговля. Для заработка она будет хорошая, конечно, но надо не держать, либо же переносить, без трейлинг стоп ставить, либо же переносить, потому что будет резкая торговля, за одну сессию цена может проходить как так вверх, так и вниз. Имейте это в виду. Я лишь, вы знаете, кто смотрит мои обзоры, я лишь буду торговать уверенно вниз после закрепления цены здесь и отката. Посмотреть, так как часто цена пробивает немножечко, трейдеры уже успокаиваются, а потом она берет и идет вверх. Так что тут все тоже все смотреть, мониторить, надо следить, чтобы взять длинные позиции, надо следить. Почему легче торговать короткими? Цена развернулась, мы пошли за ней. Почему я всегда говорю, идем за ценой. Идет сейчас евро и фунт вниз, мы идем за этой ценой. Останавливается цена, мы идем, значит, в другую сторону. Конечно же, входы вниз, но также входил вверх. Только идет цена, выставлял
конечно же, сразу ограничение убытка. Потому что мы знаем, пробоя нету. Рисковать, надеяться на уровне всегда надо правильно. Так что принимать решение по этим двум парам лично я буду, да и многие трейдеры, только после вот этих всех закреплений, плюс связка с новостями. Это фунт-доллар у нас. После этих уровней закрепления цены я буду только торговать вниз. И думаю, многие также придут к этому мнению. Евро так же само мы. H4, D1 рассматриваем. Вот эти, ну, идем, понятно, идем за ценой короткими сделками, но сильно держать прибыль, тут уже ваше решение. Я лично пока не собираюсь ее держать. Только после, опять же, этих всех уровней закрепления, тогда уже можно что-то говорить. Главное, запомните, что уровни всегда работают как вниз, так и вверх, только в обратную сторону. И не путайте, и все. И идите за ценой, не переживайте. Рассматривайте откаты, всегда располагайте, откуда цена, где цена останавливается, где скорректируется, где пойдет вниз. И все, спокойненько, не спеша обдумывайте каждую сделку. Так, фунт-доллар канадец. Фунт-доллар канадец у нас, конечно же, он идет, тренд у него другой. У него H4. D1 повышающий тренд. Но вот эта отметочка, он никак не просандаливает. Примерно он идет с парой фунт-доллар австралиец почти так же. У них обоих на D1 тренд. Так что не старайтесь его брать вниз, идите пока вверх. Ну, вероятно, да, может быть все вот тут произойти, так как здесь сильный ключевой уровень, откуда вот тоже может игроки проломать. У нас вот здесь вот два уровня, где он пока вот тут болтается. Если мы заходим сюда, то тогда возможен поход вниз. Если мы заходим сюда, то никакой речи нельзя говорить о понижающем тренде. Вы поняли, да? От этой отметки мы берем вверх, пробиваем мы только вверх. Тут еще мы можем что-то подумать, что может проломить все вот это. Но опять же у нас на H4, не забывайте, восходящий тренд, сильно восходящий тренд. Это примерно где-то вот эта отметка. Если уже, конечно, это все он прошибает, то у нас такая же специфика, как и на евро, на USD. Но все, опять же, все в новости. Ну, все-таки в понедельник я, конечно, посмотрю вот эту всю конструкцию, фигуру, и может что-то, если цена здесь вот так провалится и обратно упрется в скользящие средние, то можно будет все-таки куда-то кусочек попробовать с расчетом, что пойдет за другой валютой. Но вообще это опасное положение, так D1 и H4 у нас вверх. Будьте внимательны. Так, ну теперь, конечно же, золотишко. Золотишко я вот удачно торговал в пятницу вверх. Вы помните, после этой отметки золото я рекомендовал. Где она у нас? Вот тут вот была отметочка у нас. Там сильный индикатор стоял, который мы прошли на 730, 1,930 у нас стоит цена. Если мы сейчас доходим до нее, до этой цены обратно, то тогда пробуем хорошие продажи обратно вниз. Но страсть к покупкам золота очень сильно увеличивается, потому что посмотрите, какие, все же вы знаете, исчисляется по свечам. Вот я торговал в пятницу на той неделе золото довольно-таки успешно. И вы видите, вниз вот такие импульсные волны, да, и обратно цена идет красиво, идет вверх. Красиво, немного, небольшая прибыль, небольшая, но она четкая и почти 90%. Я вот тут несколько раз закрывался в прибыли. Здесь взял вниз на пятницу, она ломанулась. Вот здесь я увидел сброс, закрылся, откатилась, пробовал взять вниз, а нет, она развернулась. И вот тут я вот не успевал отбить стоп-лот, потому что в этой части я получил стоп-лот. Попытался войти вниз, но так раз и пошла вверх. Купил маленький ордер, вот его оставил на пятницу. Не захотел держать, все-таки у меня надежда, что пойдет золото у нас
У нас же логики нет, у нас все, говорю, пробивается. Вот у нас мы пробили уровень, показали волновикам, что вроде бы вниз, да? Но пробили насколько мы его тут? Совсем чуть-чуть. Я выставлял на 0,5%, она меня сбила. Но цена не пошла. Помните, как я говорю, что продажи начнутся только после пробоя вот этого уровня и закрепления здесь цены, вот этой части. Так что я сейчас рассматриваю здесь и покупки, и продажи в обе стороны. Вообще всегда надо смотреть в обе стороны. Тогда кто выиграет на рынке, кто смотрит в обе стороны. Потому что цена, если вверх не пойдет, то самим собой мы тут уже смотрим продажи. Как мы всегда делаем? Проваливается вниз. Наши индикаторы заворачиваются, и от них мы уже берем с отката. Либо же наоборот. Поднимается вверх, бьется наш уровень. Здесь мы берем вниз. Но по расположению волн, я же говорю, интересно. Цена, как вроде видите, все пошла у нас, идет вверх. Ну, уровни есть у нас. Не пробивает эту часть, значит по золоту мы тогда идем вниз. Значит все, вот это ее отметка. Мы отсюда будем торговать. В общем, отслежим. Мне кажется, здесь у нас что-то хорошее получится в обе стороны. В общем, по золоту ясно, тактика наша простая. За ценой идти, смотрим, где уровни, их все видно. Здесь хорошо у нас и вверх и вниз. Мы знаем, где уровни. Перемещаем на старший таймфрейм. И все нам отлично видно. Следим за индикаторами стохастик, купленность, перепроданность на RSI и входим в рынок. Так, ну и следующая наша это Tesla. У кого есть Tesla, потому что она не во всех брокерах есть. Вот у нас хорошее положение, вроде бы, как помните, да, наши отметки, те, которые мы отслеживали. Так и стоит у меня отложенная, не дошла она. Пожадничала, как я говорю, пошла от 715 или 700, сколько она, 715 или 716 наши отметки остановилась. Не дошла до 1.97. И у нас вроде бы как разворот по H1. После пробития этого уровня у нас пойдет третья вверх. На пробой не знаю, не рекомендую. Хотя может цена вот так уже резко урвать вверх, и мы ее не зацепим. Только опять же будем ловить, как она и шла по средним скользящим. Вот она уже начала так по средним скользящим. Обычно цена как начинает, если мы тут не проваливаемся. Обратите на внимание, как цена пошла, так цена идет. Вот она у нас и шла последним скользящим на H4. Так она и идет. Вот. Так что обращайте всегда, находите, как идет, начинает идти цена на любой валютной пары. Акция без разницы. И это вас приведет к профиту. Так что тоже тут все ясно. После пробоя у нас повалится тренд, который я так хотел до конца поймать, нисходящий. Не пробиваем, значит вот это пробиваем этот уровень, идет у нас вот так цена. Вот такое у нас расположение. Либо же мы падаем вот тут вот во флэт. Все. И еще один вариант. Поднимаемся вверх. Вы помните, что я говорил о Тесле. И валимся вниз. Все. Ну что, друзья, подводим итоги. А обращаем все это, мониторим, по каким валютным парам вы работаете. Может, которые мы говорили, обсуждали, мы их поставим на паузу во время вот этих выступлений, скорее всего. Даже если большой у вас профит, подумайте об этом. Сейчас мы как раз об этом, я обещал, поговорим. Смотрите, сколько я пробовал на таких событиях поддержать. Очень часто показывают, я уже не помню, когда это год назад, ну на протяжении 5-7 лет цена вроде уже все показывает, да, там идет четко вниз, ну допустим, как вот здесь скорее же новости были, и потом разворачивается резко вверх. Вот это разворот, это 100% мониторьте, это вот такие развороты, это все, ну, новостные события у нас происходят. Этот разворот уже не помню, ну
просматриваете, анализируете. И ты вроде бы целишься, думаешь, да, вот тут у меня сильная профит, да, 300 пунктов, там 400, да не дойдет цена, вот, 5000. А цена доходит. Ну, это, допустим, рывок, и цена идет, ты спокойно, это откат, и все у нас срывается. Так что мне, сколько я пробовал, мне не везет. И я решил, что просто, ну зачем держать, думать об этом, куда не повернуть. Все. После вот таких вот походов я сразу выставляю ограничение убытка на новостях, да и все. Но факт того, что не всегда это срабатывает и закрывается, вот как тут шип, закроется у вас на 100 пунктов выше. Вот видно, да? Вот вы выставляете здесь ограничение убытка, у вас закроется здесь. Так что вы по-любому потеряете, если вы, допустим, здесь зашли. Так что тут надо рассматривать очень осторожно. Также и по фунту, когда вот здесь у нас был разворот тренда, по-моему, в этой точке. Ну, плюс-минус. Ладно, я вам сам факт расскажу. Да, вот была тогда тоже процентная ставка и что-то еще. Вот они, все игроки ожидали вверх, по-моему, в этой точке. Может, раньше, ну, само положение. Было такое положение, пробой. И все, тренд. Ну, по-моему, да, вот это положение. И все ожидали игроки, что пойдет продолжение тренда. Они сделали вот такой поход вниз. Потом сделали опять откат. И вот такой, я помню, точно помню, на 15, на 30 минут. Вот такой опять, как вроде бы, поход. И потом на новостях резкий вот такой поход. На других новостях резкий поход вверх. Что даже я не сообразил, в чем дело. Может, не видно отметки, но суть вот такая, вот такие же движения были. Вот так раскачивался тренд, сейчас я нарисую. Вот так был пробой, вот такие вот движения были, как вроде бы все, сломался тренд, они на новостях все ожидали вверх. Было, по-моему, уже не помню, что уменьшали, увеличили. А цена пошла вниз. Ну и все же тут уже поняли, что все, цена пошла вниз. А потом она такой откатик вроде бы небольшой опять на продолжение тренда. И потом вот такой поход резкий вверх, что здесь никто не успевался. А стопы где-то были в районе 100-200 пунктов. Понимаете, о чем я говорю. В общем, игроки думали, что поймали счастье за бороду. А получилось вот такое раз и вот так вот. Это очень часто бывает. И не успеваешь даже закрыться и среагировать. Это все на новостях. На этом все, друзья. Кому полезное было видео, оставляйте лайки и комментарии. Что вы думаете по этим парам евро, фунт стерлинг, развитие ситуации в обе стороны. Буду рад услышать ваше мнение. Также по золоту. Все, что мы рассматривали. Ставьте палец вверх, если полезная рубрика была, если не полезная, значит ставьте вниз. Все, всем пока, удачного профита.